Как уже было заведено испокон веков, пользователи рекордеров делятся на два больших и враждующих лагеря. С одной стороны Zoom, с другой стороны Tascam. Если у компании Zoom самым народным рекордером можно назвать AH4, то у Tascam это без сомнения DR40. Zoom выпускает обновление своих железок, чем фирма Tascam хуже. Вот сегодня у нас в гостях на канале «Давай запишем» обновленная версия DR40 с литерой X на конце. Перед началом основной части упомяну, что весь сегодняшний звук пишется силами вот этой самой малышки. Мы подключили конденсаторный микрофон, с рекордера подаем фантомку, она здесь есть, да, и подаем 30 дБ усиления, чтобы все это дело у нас раскачивалось. Давайте с места в карьер. Главное отличие от X от оригинальной версии — это, конечно же, наличие здесь встроенного аудиоинтерфейса. Я помню, когда я, и сам пользовался по работе DR40 и делал обзор, я очень сетовал на то, что так, здесь есть USB-разъем, здесь есть даже питание по USB, но аудиоинтерфейса почему-то не завезли. Что вообще дает наличие встроенной звуковой карты? Без лишней скромности абсолютно все. Здесь есть встроенная стереопара конденсаторных микрофонов. Подключив к компу вот это все дело и поставив, на какую-нибудь небольшую стоечку, можно смело запускать Skype и разговаривать по скайпу, используя вот встроенные микрофоны в эту штуку. Опять же, записать что-то с помощью вот этих микрофонов. Здесь есть два комбо-входа. Можно подключиться к компьютеру, зайти в вашу рабочую станцию, подключить тот же самый микрофон, записать вокал, или воткнуть линейный источник и, наиграть что-нибудь на клавишах. Эта штука позволит так поступать. По управлению здесь абсолютно все то же самое, что и со старым DR40. Немножко переработана цветовая гамма, и экранчик он изменился, стал более приятным. Давайте смотреть, что, как и куда. Во-первых, экран. Под ним у нас сразу 3 функциональные кнопки. Первые 2 отвечают за выбор и настройку каналов, 1, 2, 3, 4. С помощью них можно задавать усиления, их можно использовать как соло, то есть если вы хотите прослушать только стереопару или только сигнал с XLR, пожалуйста, вот эти кнопки вам помогут. Выбор работы режима рекордера, об этом чуточку попозже поговорим. Транспортная панель, и здесь же включение-выключение. Я как зумбой искал включение-выключение на боку, но все оказалось намного легче, оно вынесено сюда. И снизу, как я его люблю называть, такой бублик. Здесь перемотка, управление громкостью и различные кнопки, опять же, связанные с управлением, меню, расстановка каких-то маркеров и быстрый доступ к редактированию того, что вы успели поназаписать. Давайте на один бачок переместимся. С этого бачка у нас, во-первых, выход под наушники. Он также и линейный выход. Режим работы вашего входа. Сейчас он, допустим, стоит на Mic плюс Phantom, то есть конденсаторный микрофон, мы подаем фантомку, вы все это прекрасно понимаете. Кстати, в меню можно настроить вольтаж фантомного питания, потому что это иногда нужно, тут есть такая функция. Можно выбрать просто микрофон, можно выбрать линейный источник. Будьте внимательны, если используете линию, не забудьте переставить. Hold — блокировка клавиш, и Input Level — это усиление громкости для входного канала. Переместимся на другой бачок. Здесь поменьше всего. Во-первых, это USB для подключения к компьютеру и подачи питания, кстати, да. Тут эта функция сохранилась, естественно. И слот под SD-карточку. Сзади у нас, чтобы все это дело крепить к стойке, резьба, разъем, отсек под батарейки, 3 батареечки сюда влезают пальчиковые, и маленький динамик, чтобы прослушать то, что вы успели поназаписывать. Сверху стереопара. Работает она как в AB, так и в XY, что, кстати, очень здорово. Мне из-за этого нравится Tascam. Здесь есть вот эти вот ребра жесткости, и когда стереопара у вас сложена, в принципе, за нее можно не бояться, потому что я сам свидетель, когда у зумов были проблемы с поврежденными микрофонами, которые сверху. Так, и, наверное, вот это вот главное место. Тыльная сторона. Здесь 2 комбо-входа. Можно подключить и микрофоны, и линейные источники, опять же. И ремоут, маленький разъем для подключения пульта управления. Он в комплекте не идет. Будьте внимательны.
Несмотря на то, что на столе у нас лежит внешняя звуковуха, первоначально это все-таки рекордер. Четырехканальный рекордер с несколькими конфигурациями, читай режимами записи. Первый режим, который мы сейчас с вами и используем, это моно. Пишется один моноканал, занимает минимум места, именно поэтому я и отдал ему предпочтение, потому что у нас всего задействован один микрофон. Можно назначить как стереопару, микрофончик из стереопары, можно назначить XLR, если это нужно. Следующий режим — это стерео. Так, уже интереснее. Пишем сразу два канала, то есть один стереофайл. Либо стереопару встроенную, либо сигнал, который приходит нам в нижние входы. Дальше идет режим Dual. Вот это совсем интересно. Это режим, который можно записывать и стерео, и моно, как вам угодно. Он дублирует записанный звук, но при этом записывает его с меньшей громкостью. При этом, если на оригинальном звуке вы получаете перегрузку, считай, брак при записи, то на продублированном файле этой перегрузки не будет, если вы правильно выставили вот этот, я не знаю, headroom, наверное, так правильнее будет назвать вот эту вот цифру разницы по децибелам. Вы можете избавиться от кучи хлопот, и это очень классная функция. Вслед за ней идет функция четырехканальной записи. Это когда мы записываем и вот здесь, и вот здесь. Это все реализовывается как запись двух стереофайлов. То есть у себя на карточке вы найдете два стереофайла, четырехканальная запись. И самый последний режим, впрочем, о нем чуточку попозже. DR40X можно подружить с карточками вплоть до 128 гигабайт. По форматам записи здесь мы имеем стандартные либо MP3, либо WAV PCM 96 кГц на 24 бита. Дилемма стандартная. Хотим качество, ставим максимальное, радуемся, но при этом теряем много места на карте. Если хотим место сэкономить, то пишем в MP3 и меняем битрейт. Но на самом деле, если вы купите нормальную карту, не 128, а чуть поменьше, то в принципе ее хватит с головой, чтобы писать стандартные 44.1 на 24, больше-то в принципе и не нужно. И еще один режим, который я оставил на сладенькое, это овердаб. Старожилы канала прослезятся, молодые не поймут, поэтому давайте объясню. Это режим последовательной записи. То есть мы можем записать, допустим, какой-то музыкальный кусочек, взяв инструмент в руки, записав сначала одну часть, сверху вторую часть, слышав первую, естественно, и потом постепенно строить такую пирамидку. Как это все работает, давайте посмотрим вместе. В обновленную железку перекочевали все полюбившиеся нам функции. Это эквализация, это и срез низких частот, это функции по борьбе с перегрузкой, которые мы все так с вами любим. Это и автоматический старт записи, это автоматическая постройка уровня громкости, что тоже немаловажно. Не забыли, кстати, и про людей, которые занимаются интервью и дальнейшим расшифровками. Здесь есть функция Dictator специально для этого и, конечно же, изменение скорости воспроизведения записанного материала.
материала. Очень интересной мне показалась Punch In. Это такая новенькая функция, которая заметно упрощает жизнь. Без картиночки нам тут не обойтись, поэтому смотрим. Что она вообще делает? У нас, допустим, есть какой-то кусок голоса. Мы записали, но при этом ляпнули что-то, что, допустим, нам не нужно было там ляпнуть, и мы хотим от этого избавиться. При этом не просто удалить, а написать, чтобы вместо этого ляпа было что-то другое, что-то сказанное нашим голосом. Выбираем функцию Punch In, находим место, где произошел этот ляп, и делаем запись посредством Punch In. При этом записанный новый материал у нас записывается поверх, то, что было до этого, удаляется, и все это сохраняется в том же самом файле. О музыкантах наших любимых никто не забывал. Здесь мы найдем ревер, а также хроматический тюнер. Друзья, играйте на здоровье. Главное, басистам в руки не давайте, а то, мало ли что. Разберемся с подключением к компьютеру. Наша стандартная как, куда, что и, конечно же, зачем. Вместе с драйвером необходимо скачать и прошивку, и прошить ваш рекордер, если на нем не установлена 1.01 версия, потому что без нее вот этот рекордер как аудиоинтерфейс работать не будет. Вместе с прошивкой попутно устанавливаем и ASIO драйвер. Делается это очень просто, там все прям попунктно, ни за что не заблудитесь и не нажмете на то, на что нажимать не нужно. Перезагружаемся, заходим в рабочую станцию, запись уже идет. По поводу роутинга стандартно 2 канала вход, 2 канала выход. Естественно, как я уже сказал, сюда можно подкинуть и внешний микрофон, что мы делаем сейчас по XLR, по комбо-входу. Сюда можно завести и XY стереопару AB, которая у нас есть на самом рекордере. Это все настраивается в пунктах меню через сам рекордер. Сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрим на задержку. После задержки я хотел бы вам показать еще кое-что, еще небольшую штучку, как подключить этот рекордер в качестве стандартного устройства ввода-вывода в Windows, чтобы, например, общаться с помощью него в Skype или делать какие-то записи, но в других программах, которые считывают стандартные устройства в Windows. Или общаться в Discord, почему бы и нет. Смотрите, с приходом новых обновлений стало немножечко сложно все это делать, но суть довольно проста. Мы заходим, кликаем правым кликом сюда, открываем параметры звука, и здесь у нас есть устройство на вывод и устройство на ввод. Сейчас у меня стоит RMI, но достаточно нажать сюда, и здесь мы уже видим, если рекордер подключен в качестве звуковой карты, DRX серия на вывод, и то же самое должно быть на ввод. Не буду переключать, потому что у меня идет запись в Cubase, а это устройство автоматически заберет на себя, первенство, вот этот самый приоритет, поэтому запись у меня сразу остановится. Но при этом, если вы не пишете ничего в вашей рабочей станции, вы можете общаться по скайпу или, как я сказал, уже по Дискорду, используя DR40X. Как всегда, в самом конце я предлагаю послушать этот прибор в полевой работе. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. In this house you say no. Anytime she goes away. No, no. I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, no. I know, I know, I know, no. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house you say no.
А завершающую часть давайте запишем с помощью встроенной башки, чтобы вы послушали, как звучит вот эта самая стереопара. Итак, суммируя, что нам DR40X дает в итоге? До 4 каналов мы можем писать одновременно с помощью вот этого самого малыша. Есть куча различных функций как для музыкантов, так и людей, занимающихся обычными интервью. До 17 часов беспрерывной работы на батарейках, это тоже не так уж и плохо. Вот. Ну и, естественно, функция работы как аудиоинтерфейса, а я немножечко дополню. Вот эту штуку можно подключать к iOS. И это тоже очень здорово. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого приборчика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, про аудио, друзья, на канале «Давай запишем». Всем пока. Как всегда, в самом конце я предлагаю... Что такое? Как всегда. Раскололся. Так. Блин, уже магический тейп перестает действовать. Да. Силы иссякают. Я готов. Так, будем надеяться, что не отвалится. У меня идет запись.